люди в России любят его, да? Я бы хотел поговорить с ним, с этим парнем на русском. Уверен, у тебя бы вышло, ты бы выложил это на YouTube с субтитрами. Потому что я думаю, есть огромная разница, когда ты говоришь на английском и на русском. Да, это разные вещи. Он не очень хорошо говорит на английском. Он звучит типа... Что хорошо, если ты хочешь напугать. Это разные вещи. На русском ты более поэтичен, он намного глубже, эмоциональней. Этот язык в разы живее, чем английский. Если быть открытым для человеческого опыта, это странно, то насколько хорошо нужно владеть языком, чтобы познавать мир на этом языке. Если мы сравним эти два, то какой именно позволяет тебе выражать свои мысли более красноречиво? Уверен 100%. Я немного предвзят, но я думаю, русский — это язык, который более эффективен в передаче чувств, страданий, эмоций. То, как развивался язык, он прошел через войны 20 века, когда язык несет в себе страдания. Американский опыт имеет другую траекторию. American experiment has a different trajectory that result in a different language, and I would say я бы сказал, американский в разы проще. Так что ты не можешь особо возиться со словами. Русский устроен так, корректируя слово, ты абсолютно меняешь значение. Плюс, мат. Это форма искусства в России. Очевидно, русские ругаются намного чаще. Конечно, кроме Хабиба. В общем, русские ругаются намного чаще, чем американцы. Правда? В целом, мат намного богаче, чем американский. Так что русские комики такие же, как американские, так точно? Когда ты обнаруживаешь, что люди страдали, проходили через войны, бедность, то все больше людей начинают шутить, потому что юмор — это способ увлечься. Я не говорю о профессиональных комиках, а о том, ты берешь гитару, водку и творишь всякую хрень. Там так много этой энергии, потому что тебе более нечего делать. Смех — это один из естественных способов справиться с абсурдностью происходящего, когда правительство отбирает у вас имущество и прочее. Так что это естественная способность находить смысл между строк, чтобы передать боль. Это то, почему у них есть поэты, писатели такие, как Достоевский, Толстой. Множество литературы, которая использовалась для передачи этой боли. Я думаю, что русский язык лучше подходит для этого. С культурной точки зрения есть также склонность к романтизации вещей, философский подход. Думаю, это связано с системой образования в России. Во времена Советского Союза она была особенно тем, что заставляла всех читать по-настоящему тяжелую литературу в раннем возрасте. Также уроки математики. Например, первые 5 лет образования в России, первые 9, удивительно более интенсивны, чем в Америке. Америка догоняет примерно в колледже. Америка доминирует в мире по уровню высшего образования. Именно в начальной, средней, американское образование очень мягкое. Оно не ставит вызов перед тобой. Оно не подталкивает их. Ты читаешь Толстого, ты читаешь Достоевского. Тебе также нужно выучить сотни стихов. Также правописание. И ты не имеешь права сделать ни единой ошибки, пока не доведешь до совершенства. Что-то подобное есть в Китае. Короче, ты напуган, словно идти на тяжелую тренировку на джиу-джитсу. Я также боялся идти в школу, потому что есть ожидание наказания. Если ты ошибся, ты расстроен. Все смотрят на тебя свысока.
Если ты отличник, то все тебя хвалят. Это создает огромное давление. И когда огромная часть населения делает это, мы получаем интеллектуальную нацию. Спортсмены, сантехники, все население философично. Так что братья-сатье, что делали дагестанскую и русскую борьбу, очень популярны. Они очень поэтичны. В том, как люди говорят, есть поэтичность, романтизм, философичность. И это как-то связано с самим языком. Не могу понять, это история о курице и яйце. Не знаю, то ли язык используется таким образом, или язык позволяет такой вид общения. Это заставляет меня задуматься, потому что я знаю русский и английский, и как много я теряю из-за того, что не овладел китайским, или японским, или португальским. То есть как много я упускаю.